Привет всем, кому нравятся виртуальные интервью с библейскими героями. Да-да, с помощью моих VR-очков я действительно могу совершать виртуальные путешествия и разговаривать с библейскими героями. Я уже брала интервью у Авраама, и мне очень понравилось. Ты можешь посмотреть этот выпуск по ссылке вверху экрана или в моем плейлисте. Сегодня я хочу поговорить с еще одним библейским героем. Ну что, поехали! Ничего себе! Это же сам Моисей! Да, это точно я. Ой, а что это за место? Ты на вершине горы Синай. Я подумал, что тебе здесь понравится. Еще бы! Это та гора, на которой ты получил 10 заповедей. Верно. А ты, я смотрю, подготовилась к интервью. Я очень хотела встретиться с тобой и задать тебе несколько вопросов. Ну что же, я не против. Спрашивай. Моисей, я знаю, что в твоей жизни был особенный день, когда сам Бог заговорил с тобой. Тот день навсегда остался в моей памяти. Я пас стадо овец своего тестя Иофора, и вдруг увидел куст, который был объят пламенем. Сначала я не думал, что в этом есть что-то необычное, но он горел и не сгорал, листья даже оставались зелеными. Тогда я решил подойти поближе и посмотреть. И в тот момент с тобой заговорил Бог? Да, я четко услышал голос Божий. «Не подходи ближе», — сказал Бог. «Сними свою обувь, потому что место, на котором ты стоишь, святая земля. Я Бог твоего отца, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Я так испугался, что даже закрыл лицо руками. Почему? Чего же ты испугался? Я боялся увидеть Бога, ведь я всего лишь человек. Но Бог сказал мне, что знает, как сильно угнетен его народ и хочет, чтобы я вывел евреев из Египта в обетованную землю. Ты, наверное, очень обрадовался, что Бог выбрал именно тебя для такой важной миссии. Эх, деточка, это не совсем так. Я, наоборот, был удивлен, почему выбор Бога пал именно на меня. Почему? Во-первых, иногда я заикаюсь, а мне нужно было выступать перед большим количеством людей и даже говорить с самим фараоном. Во-вторых, за 40 лет до этих событий я бежал из Египта не просто так. Я пытался защитить еврея и случайно убил египтянина. Если честно, я не был уверен в том, что возвращаться в Египет была хорошей идеей. Но Бог убедил меня, что мне нечего бояться. Нужно смело идти и выполнять его поручения. Да, непростая ситуация. Моисей, я знаю, что Египет постигло 10 казней за то, что фараон не хотел отпускать еврейский народ. 10 раз тебе нужно было ходить к фараону. Что в этом было самым сложным для тебя? Какие у тебя интересные вопросы, Эля. Самым сложным было предупредить фараона о 10-й казни. Ангел смерти должен был пройти по всему Египту и уничтожить первенцев в каждой семье. Первенец – это старший сын? Верно. Наказание коснулось и дома фараона. Его старший сын, наследник трона, умер той же ночью. Я пытался предупредить его, но сердце фараона оказалось чрезвычайно черствым. Но, насколько мне известно, первенцы еврейского народа остались живы, правильно? Да, потому что Бог дал нам повеление, как сохранить своих сыновей. В ту ночь мы должны были принести в жертву ягненка и помазать его кровью косяки дверей. Ангел смерти прошел мимо тех семей, которые поступили так, как сказал Бог. Пройти мимо на иврите звучит как Песах. Так это что, Пасха? Верно. В память о чудесном спасении Бог повелел праздновать Пасху каждый год.
Друг, прошли тысячелетия, а мы по-прежнему празднуем Пасху. В Библии много раз упоминается, что Иисус Христос стал жертвенным ягненком за грехи всего мира. Он умер на кресте и пролил свою кровь, чтобы мы были спасены. И теперь Пасха – это праздник избавления от власти смерти и греха.